Еще одна интересная модель от компании Huawei в мире Bluetooth наушников. Она имеет нестандартный дизайн, датчик VPU, датчик IMU, датчик холла, датчик SAP, поддержку AAC, SBC и L2HC кодеков. Защиту по стандарту IP54, время автономной работы до 8 часов на одном заряде наушников и до 30 часов вместе с кейсом. Также данная модель имеет беспроводную зарядку кейса, поддержку фирменного приложения, удобное управление и мультипоинт до 2 устройств. Сегодня речь пойдет о Huawei FreeClips. Но как же на самом деле дела обстоят у данной пары, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю я выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Условия просты: подписка, лайк, колокольчик на этот канал, подписка на телеграм-канал скидок и в комментарии либо в описании канала указывайте свою телегу. Если выиграете, я вам напишу. Первый смарт уже улетел, буквально 2 дня назад. Переходим к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в белой минималистичной упаковке из плотного картона. На ней есть краткая характеристика и название модели. Упаковка хорошая, но учитывая стоимость, что комплект поставки, что упаковка скромная. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство и кабель для зарядки. Вес наушников и кейса вы можете наблюдать на экране. Все в пределах нормы. Только кейс слегка тяжеловат. Габариты кейса 60 на 52 на 28 мм. Габариты наушников 27 на 22 на 25,5 мм. Звуковод круглый с металлической сеточкой. Летим дальше. В продаже имеется черная и фиолетовая расцветка. Кейс из-за своей формы выглядит нестандартно. Выполнен он из прочного матового пластика. Собран кейс хорошо, крышка не имеет люфт, за что отдельный плюс, как и за то, что шарнир металлический. Корпус не марки, да и потертости во время моего использования на кейсе не появились. Кейс довольно увесистый и не маленький, в кармане он ощущается, но особого дискомфорта не доставляет. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и хорошо оформленный разъем Type-C. Открыть одной рукой крышку кейса можно без затруднений, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Хлопок звонкий и громкий, но не раздражающий. Внутри находится краткая информация мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе слегка гуляют, вытряхнуть наушники с кейса с закрытой крышкой мне не удалось, в целом как и с открытой. Магниты, удерживающие наушники в кейсе, хорошие. Переходим к наушникам. Основные 2 части данной модели изготовлены из глянцевого пластика, а соединяющий коннектор C-Bridge Design из высокопрочного сплава нитинола. Собраны они отлично, да и материалы тактильно приятные. Дизайн, конечно же, на любителя, но могу сказать, что FreeClips нравится большинству девушек. Не скажу, что мне нравится то, что происходит с дизайном у наушников от Huawei. К примеру, вспоминаем Huawei FreeBuds 5, но однозначно это выглядит необычно, интересно и запоминающимся. То есть такого нет ни у кого. Посадка, несмотря на странность конструкции, удобная, а что самое главное для вкладышей, надежная. Во время активности наушники не слетают, за что плюс, да и дискомфорта я не ощутил даже после 2 часов прослушивания музыки. Зимой, конечно же, в шапке наушники будут мешать, а также данная пара не подойдет на маленькие уши, к примеру, женскому полу. Их однозначно нужно примерять перед покупкой. Окружающие шумы слышно хорошо, при этом на прослушивание музыки это никак не влияет. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон для защиты от ветра, микрофон для разговора, микрофон с датчиком костной проводимости, отверстие для уменьшения утечки звука и сенсорные области, которые расположили чуть ли не по всему корпусу наушников. Из команды на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, и на этом все. Да, за подобную стоимость иметь такой скудный список команд для управления не особо приятно. При том, что конструкция, как по мне, располагает к тому, чтобы можно было бы добавить команды для регулировки громкости. Может, с ПО они и докинут подобные команды, но пока так. Например, команду play-пауза и переключение треков можно было бы реализовать на гибком коннекторе, а регулировка громкости или вызов голосового ассистента на части корпуса, которая выполнена в форме фасоли. В общем, много всего могли бы сделать, но не сделали. Почему я не упомянул управление через часть в форме шара? Она попросту у меня не работает, хотя производитель заявляет о том, что она также выступает в роли компонента для управления. К слову, как и не работает управление, если тапать по области рядом с наушниками. Но опять же, это хотелки, производителю, как говорится, виднее. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо, настроить тапы возможность есть, команды управления сопровождаются приятными системными звуками. Летим дальше. Huawei FreeClips оснащены высокочувствительными излучателями на 10,8 мм с 2 магнитами. По датчикам мы имеем датчик костной проводимости, IMU датчик, датчик холла и емкостный датчик. Активного шумоподавления нет, и из полезных функций на борту полноценный мультипоинт, функция автоматической паузы, режим низкой задержки, автоматическое переключение левого и правого канала, а также функция для увеличения громкости. Если использовать FreeClips в паре со смартфонами на EMUI, то в приложении будет доступна технология пространственного звука, но эта технология давно уже не топ. В целом на этом функции
функции закончились. По одному наушники работают, переподключение бесшовное, но оно сопровождается системными звуками. Автоматические наушники подключаются после открытия крышки кейса к ранее сопряженному устройству. Далее, емкость аккумулятора кейса 510 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час, беспроводная же зарядка Qi на борту. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки наушников от кейса занимает 45 минут, что довольно быстро. Время автономной работы наушников по кодеку AAC на 70% громкости, по моим тестам, 6 часов 35 минут. Разумеется, наушники разряжаются неравномерно, 10 минут зарядки в кейсе дает 3 часа прослушивания музыки в тех же условиях. С кейсом данная пара в подобном сценарии использования прослужит около 27 часов. Летим дальше. Водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я искупал их в проточной воде, но, разумеется, такого же делать никому не надо. В любом случае, на данный момент мой экземпляр жив, а я вам не советую намеренно топить наушники. Максимум они не боятся маленького дождика или пота. Далее, для удобного использования нужно установить приложение под названием AI Live. Помимо уже перечисленного, мы имеем заряд наушников и кейса по отдельности в процентах, настройку звука, используя 4 предустановки, но кастомного эквалайзера нет, что странно. Последнее однозначно полезное — это обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Bluetooth версии 5.3, но напоминаю, что уже есть версия 5.4 из кодеков на борту SBC, AAC и кодек L2HC. Через две стены наушники не отваливались и фризов я не наблюдал. По стабильности соединения вопросов нет, как, к слову, и по задержке, так как с включенным режимом низкой задержки рассинхронизации звука и видео при просмотре роликов или фильмов лично я не заметил, как и в целом в играх. Разумеется, как профессиональную гарнитуру для игр данную модель использовать не стоит, пример вы сейчас увидите на экране. Микрофоны справляются со своей задачей очень даже неплохо, но учитывая стоимость, я лично ожидал чего-то большего. Пример вы сейчас услышите. Пример работы беспроводных наушников, у которых просто нереальная стоимость от Huawei FreeClips. Да, это как аксессуар, когда вы золотое колечко в ухо просто покупаете, только то самое, только за пластик. Ну вот так будут работать его микрофоны. Напоминаю, что лучше приобретать аксессуары, собственно, бренда вашего смартфона. Вы собираетесь с ним их использовать. И если вы будете Huawei покупать к яблоку, разумеется, даже близко звук, который они могут издавать, вы не получите. Ну, а самое главное, вы должны всегда помнить, что микрофоны смартфонов в 99% случаев, ладно, лучше, чем у наушников. Звучание данной пары, как по мне, это единственное достоинство, но и тут не все просто. В общей картине звучание интересное и довольно сбалансированное. Сразу отмечу, что по сравнению с прошлыми вкладышами от Huawei, в данной модели низких частот особенно мало, да и объем ощущается слабо. В остальном FreeClips могут похвастаться хорошо проработанной серединой и приятно выраженными высокими частотами. Вокал звучит и вправду хорошо, как мужской, так и женский, плюс данной паре хорошо дается инструментал, но не ударный. Что касается предустановок звука, они настроены хорошо и в целом пользоваться ими можно. Минусы я не буду перечислять, так как их большое количество, но вот по факту данная пара стоит немалых денег, стоили бы они меньше, это другой разговор. Но отмечу, что в форумах есть отзывы пользователей, которые уже приобрели данную модель и за время использования сталкивались с ухудшением качества звука после обновлений. И не только. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда много полезного. И только про железо. Резюмирую, Huawei FreeClips — своеобразные наушники. По моему мнению, они не стоят своих денег, так как, учитывая стоимость, можно было бы хотя бы туда запихать различные функции для мониторинга за здоровьем, к примеру, слежения за осанкой, уровня шума и так далее. Как по мне, можно было бы и технологию ANC какую-то запилить. По факту у Huawei есть двое вкладышей, пятых и четвертых, которые лучше, чем эти, наверное, во всем. Кроме, опять же, чего? Правильно, барабанная дробь дизайна. Кому-то зайдет вот эта вот штучка как аксессуар. И я не удивлен. От меня девайсу однозначно нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.